Друзья, вот у меня будет к вам небольшой вопрос. Скажите, допустим, сначала с Андрея начнем. Ты помимо вокала играешь на гитаре? Нет. Сразу такой, нужно обдумать. Хорошо. А ты, Артем, ты играешь на гитаре, ты поешь при этом? Ну, бэки пою, да, иногда. Слушай, это уже здорово. Сегодня у нас будет обзор на достаточно интересную железку. Парни уже ее заценили, пока мы чекались. Собственно, здесь соединяется два в одном. Тут у нас есть и вокальная история, и гитарная история. Мы это все дело разнесли на двух человек. Андрей Позов будет помогать нам сегодня с вокалом, а Артем Камалетдинов поможет с гитарным аккомпанементом. Друзья, еще раз здравствуйте. Сегодня у нас на канале обзор на TC Helicon P-Foam VG. Это процессор эффектов вокальный и гитарный. Вы находитесь на канале «Давай запишем». Здесь мы с вами говорим на тему про аудио. Поехали! Продолжим нашу рубрику с вопросами. Начнем в этот раз с Артема. Тем, по процессорам эффектов, вот твое мнение как музыканта, гитариста, исполнителя. Эффекты должен переключать сам музыкант или это должен делать звукорежиссер или специальный техник на фохе? Вот как ты думаешь? Слушай, ну тут от предпочтения, мне кажется, каких-то зависит, потому что если у тебя какое-то аналоговое оборудование, если его немного, то ты переключаешь сам. А если там у тебя огромные как бы реки, то либо ты можешь поставить MIDI-контроллер какой-то, да, либо за тебя, но я все-таки придерживаюсь, чтобы самому, потому что ты контролируешь. Там, как... И удобнее, ты знаешь, когда, как лучше, что подкинуть. Ну, да, но тут все-таки, мне кажется, зависит от ситуации все равно. То есть, если у тебя стадион, там огромный шкаф, огромный как бы рек, то и ты бегаешь по сцене, конечно, да. Удобнее, когда за тебя все делают, ты уже не паришься по этому поводу. Это да. Андрей, к тебе будет тот же вопрос. Вот тебе лично как комфортнее работать, когда у тебя есть вот такая штучка под рукой, или когда на пультовой, допустим, сидит человек и все это за тебя подкручивает? Ну, когда сидит человек за пультом, это получше, я думаю. Но эта штука очень удобная. То есть она очень мобильная, ее можно взять с собой. Также выступить где-то в ресторане вдвоем, дуэтом, либо с гитарой, либо вокальным. Очень удобно, я считаю. В целом, да. Ну и мое мнение, тоже ставлю свои 5 копеек. Даже если брать каких-то фирмачей, то очень часто распространенная ситуация, когда, вот Артем сказал про MIDI-контроллер, допустим, если брать, ну вот мне сейчас на ум пришел Джо Перри из Aerosmith, они возят с собой несколько MIDI-контроллеров, один стоит у Перри на сцене, то есть он может ногой контролировать все эффекты, которые ему нужны. И точно такой же дублирующий MIDI-контроллер есть у его техника за сценой, так что если Перри, опять же, как сказал Артем, отбежал куда-то в другую часть сцены, то его техник может вовремя нажать, подключить или убрать тот или иной эффект. Как я уже сказал ранее, сегодня у нас история вокальная и инструментальная. Все управление у нас, по сути, разбито на два больших блока. Есть вокальный блок с эффектами для вокала, что логично. Есть инструментальный блок с различными гитарными историями. Это все мы с вами послушаем только чуточку попозже. Что у нас воткнуто сзади? Там блок входов и выходов. У нас есть микрофон. Это конденсаторный микрофон. Для него мы подаем фантомное питание. У нас есть гитара и выходы. XLR-выход — это микс микрофона и гитары, причем это сухие микрофоны гитары или обработанные, то есть это мастер, грубо говоря, и он здесь моно. Делаем зарубку. И выход гитарный, грубо говоря, это не мастер, выход гитарный — это through-выход, ну то есть сквозной выход, например, для подключения гитары к усилителю после вот этой штуки. Даже когда мы включаем какую-то обработку на гитару, этот выход остается с чистым сигналом. Еще здесь есть разъем для подключения фудсвитча, он докупается отдельно, причем там есть фудсвитчи разных размеров от TC. И есть разъемчик AUX для подключения плееров, ну, например, чтобы воспроизводить какой-то подклад или, например, звук метронома только себе в наушнике. Это можно делать, кстати, в наушнике или можно пустить AUX на мастер. Тут есть разные варианты работы. Разъем мини-USB сзади пусть вас не смущает. Здесь нету встроенной звуковой карты. Он нужен для того, чтобы скачивать прошивку и обновлять вот этот самый процессор. Хотя вот при подготовке к ролику я залазил в интернет, смотрел, что-то новых прошивок я не нашел. Возможно, они будут, но чуточку попозже.
Слушай, Леша, я правильно вообще понимаю, что, в принципе, данное устройство, если ты вот поешь и сам себя аккомпанируешь, то ты как бы... Оно, Заряжай в принципе, заряжай в путь, да? Ну, по сути, да. По сути, да. То есть ты подключаешь гитару, ты подключаешь микрофон, причем, опять же, неважно, будет это динамический микрофон или конденсаторное фантомное питание здесь есть. Вот эту штуку закрепляешь на микрофонной стойке и в путь. По эффектам, ребят, давайте будем смотреть и, естественно, слушать эффекты. Начнем с вокальных. И первое — это гармонайзер. Я думаю, можем накинуть уже наушнички потихонечку, а я пока что расскажу, что такое гармонайзер. Это очень интересная штука, которая к вашему вокалу будет добавлять бэк-вокал. При этом вам не нужно тратиться на бэк-вокалиста. То есть вы понимаете, это очень классная вещь. Здесь гармонайзер есть в нескольких вариациях. Максимально можно добавить до 2 голосов. То есть 2 голоса, либо 1 голос, и все это с кучей вариаций. Либо это будет куда-то вниз на октаву, либо это будет вверх на октаву. Сейчас мы все это будем крутить и с вами слушать. Этот самый гармонайзер считывает нужную тональность из 3 источников. Во-первых, это может быть гитара, которая подключена у нас к процессору. Во-вторых, это может быть минус, который у нас идет в aux-вход, то есть вот эта штучка считывает тональность минуса и автоматически подстраивает гармонайзер, куда ему нужно гармонизировать. Вот. Ну и в-третьих, здесь есть небольшой встроенный микрофончик, который захватывает, например, инструмент аккомпанирующий, допустим, классическая гитара, прошу прощения, без подключения, или какой-нибудь рояль, или вот группа в общем, которую у вас просто нет возможности подключить сюда. Эта штука считывает тональность и уже подгоняет гармонайзер. Ну, что-то я очень много и долго говорю. Давайте начнем. Я думаю, ребят, вы можете уже исполнять, а я потихонечку буду включать гармонайзер и крутить вариации. Вы, естественно, будете это все видеть на своих экранах. Поехали? Артем, большое тебе спасибо. Пока что отдохни. Андрей, еще 2 вокальных эффекта. Давай их с тобой послушаем. У нас есть ревер и есть эхо, он же дилей. Давай что-нибудь исполняй, а мы будем крутить. День, как всегда, начнется в 7:00. Без сахара двойной. Порталы новостей. Скучаю в пробке я, но тут она, как яркая луна в темноте. Ага. Душа срывается с цепи и летит далеко. Я не знаю как. Из кофе, пробок и любви появилась так легко эта музыка. Спасибо. Я вам семафорил сейчас в камеру, и давайте я немножко поясню, что это были за телодвижения. Тут у каждого эффекта есть по 3 различных вариации. То есть у нас есть 3 варианта реверации, которую мы можем отдельно подстраивать ручкой-крутилкой. У нас есть 3 варианта дилея, которые мы также можем отдельно подстраивать крутилкой. И на отдельных дилеях, когда у нас речь идет об 1/8 и 1/4, мы с помощью таб-дилея можем задавать ритм. Андрей, я думаю, на том же самом отрывке давай послушаем дилей. День, как всегда, начнется в 7:00. Без сахара двойной. Порталы новостей. Скучаю в пробке я, но тут она, как яркая луна в темноте. Душа срывается с цепи
и летит далеко. Я не знаю как. Из кофе, пробок и любви появилась так легко эта музыка. Андрей, большое тебе спасибо. Сейчас перейдем к гитарным эффектам, которые находятся по правую сторону. Как раз-таки для меня по правую сторону сидит и Артем. Давай поиграем, что-нибудь послушаем. Итак, у нас здесь есть 3 эффекта. Это хорус, ревер, эхо, он же дилей. У каждого эффекта есть по 3 вариации звучания. Я вам буду по возможности в камеру показывать, какая вариация сейчас звучит, но в целом вы сами это все прекрасно увидите, потому что каждая вариация отмечается новым цветом. Поехали? Остальные кнопки, о которых мы с вами не поговорили, кнопочка для подачи фантомки 48 вольт, она прямо в углу, сейчас светится красным цветом, и не мудрено. Повторюсь, мы используем конденсаторный микрофон. Кнопочка для регулировки уровня сигнала, который пойдет у нас на наушники. Кстати, мы используем 3 пары наушников из-за того, что у нас есть студийный предусилитель для наушников внешний. С функцией делителей мы можем использовать до 4 пар наушников одновременно, с одним и тем же миксом. Выход здесь всего лишь один. В штатном режиме вот эта крутилка, она отвечает за громкость сигнала, который у нас идет по XLR проводу, но вот в данном случае к нам на звуковую карту. Повторюсь, что это микс, это смесь звука с микрофона и звука с гитары обработанного. Или не обработанного, если вы не запускаете какую-то обработку. Усиление для микрофона у нас задается здесь. Усиление для гитары нам нужно нажать на кнопочку «Микс». И здесь мы можем крутить ручку и задавать усиление. 3 кнопки, которые остались сверху, и это интересные функции различные, о которых мы с вами сейчас поговорим, и более того, мы их с вами послушаем. Первая функция, я думаю, наверное, все же ее стоит послушать на вокале. Кнопочка, на ней написано Tone, она у нас может изменять pitch, вернее, как подгонять pitch артиста, голоса артиста под те или иные вещи. Вы сейчас сами все это услышите прекрасно, это лучше услышать. И здесь же есть функция, я не знаю, наверное, это какой-то channel strip, его можно так назвать. То есть это одновременно и эквализация, и динамическая обработка. Тоже достаточно интересно, там есть несколько вариаций, я их быстренько прокручу, и на вокале мы все послушаем. Наверное, даже мы сейчас сделаем паузу и прямо сейчас все послушаем. Споешь для нас что-нибудь? Конечно. Давай. Я однажды проснусь, а вокруг мир другой, светил чист, бесконечно прекрасен, а на троне высоком царица любовь,
она меньше, я не согласен, не согласен. Под хрустальным мостом реки чистой воды. Жаль, но я к этим снам не причастен. И не дерево счастья, а счастье сады. Она меньше, я не согласен, не согласен. У любого музыканта, ну, по крайней мере, того музыканта, который дорвался до сцены, и уж тем более у любого звукорежиссера, когда он слышит слово «фидбэк», так что-то подсводит скулы, и не мудрено. Это вещь, с которой борются все, она есть у всех, но, естественно, грамотные профессионалы умеют ее устранять. Не в меньшей степени это делается с помощью специальной эквализации, и здесь у нас есть функция, которая так и называется антифидбэк. По сути, это такой фильтр, как я понимаю, это автоматический фильтр, который ищет вот эти паразитные частоты резонансные, вот эти вот писки или гулы, когда вы подносите микрофон к монитору или к главной системе усиления, и так или иначе послабляет их. Вот. Функция активируется, функция деактивируется. Опять же, для функции, если ее зажать, можно задавать, как она будет работать, в каком режиме. Body Res — это тоже очень интересная штука, уже 3-я кнопка, и она у нас в большей степени относится к гитаре, но она во всем в целом относится к гитаре, потому что это функция, которая удаляет вот этот тоже резонанс, но который создает корпус гитары, акустической, в частности, неприятный такой, вот, который срезает эквалайзером. Здесь есть отдельная кнопочка. Давай немножко поиграем и послушаем, как эта штука работает. Мы с тобой слушали ее во время чека. Что ты думаешь? То есть, ну, на Ovation непонятно, ты сказал, что, скорее всего, она... На Ovation, да, она немножко так съедается, конечно, но мне показалось именно то, что это как компрессор, что ли, немножко. Такая эквалайзер, компрессор. Больше как динамическая обработка. Да, больше динамическая история такая. Но звучит приятно. Динамический эквалайзер. Динамический эквалайзер, да, кстати. Вот такие дела. А напоследок давайте послушаем финальный тест. Будем применять все вооружение, которое у нас есть на вооружении. Прошу прощения за тавтологию. Когда эти два классных парня сидят слева и справа меня, право теряют дар речи. Будем использовать все эффекты по возможности. Ребята для нас сыграют и споют, и послушаем, что из этого выйдет. Прогнав из сердца тень, я думаю о нас и повторяю вновь. Не бойся новый день встречать, как в первый раз, когда пришла любовь. Но если скучным станет чудо, то все дни мои будут только сном. Но если ты меня разлюбишь, опустеет мир, грустно станет в нем. Итак, это был TC Helicon Perform VG. Ребят, хочу у вас спросить, что вы думаете. Ну вот, наверное, с Тёмы начнем.
Что ты можешь об этой штуке сказать? Ты принимала прямое участие в чеках, как Андрей тоже. Вот, у тебя сложилось какое-то мнение, пару слов. Слушай, ну если начать от обратного, то есть не с гитарной точки зрения, а с точки зрения именно удобства устройства вообще, да, расценивать как и для гитары, и для вокала, по-моему, супер. Все эффекты звучат на уровне вокальные. И если говорить про гитару, тоже то, что разные пресеты, разные функции, уровень регулировки каждого. Очень удобно, круто. Я бы взял себе. Вот если бы я бы один был выступал, либо с кем-то на пару, я лайк и рекомендации. Понравилось то, что ты слышал у себя в ушах? Конечно, да. Окей. Андрей, твое мнение? Я полностью соглашусь с Тёмой. Прикольная очень вещь. Здесь есть и интервалы, то есть ты можешь и построить и терцию, и секунду, вообще, что захочешь. И ревер, и эхо, все очень удобно, очень мобильно. Я считаю, что это клевая вещь. Ну, то есть отрицательных сторон, у вас каких-то минусы? Я скажу, что, мне кажется, она свое отыгрывает, можно сказать. Ну, то есть... это не профессиональное решение, да, или что то ты есть, хочешь сказать? если ты работаешь спокойно, ты просто взял ее, засунул там в сумку, поехал на работу, отработал, и у тебя все просто шикарно. И звучишь, и мычишь. Но это если речь идет о каких-то, как Тёма сказал, там, клуб, кабак, что-то вот такое. Ну, ты за кадром это сказал, но я все равно повторю. Не, клубный формат она оправдывает полностью. Вот, но... Сколько она стоит, Лёх? Она где-то, вроде 25, где-то так, плюс-минус. Вот, я хочу сказать, ребята задабривали, говорили положительные стороны, я сейчас буду плохим копом сегодня поработаю. Я скажу о минусе. У этой штуки нету стереовыхода. У этой штуки есть только моно XLR, и это очень плохо, потому что все эффекты, которые вы сейчас слышали, вы слышали их, к сожалению, в моно. И, на мой взгляд, это убивает весь прикол ревера и того же самого дилея, потому что можно сделать более объемный ревер, более объемное пространство, можно сделать какой-нибудь пинг-понг с помощью стереоэха. Здесь этого нет. Ту же самую гармонию можно было бы как-нибудь придумать, раскидать ее какую-то часть налево, какую-то часть направо, это было бы намного интереснее. К сожалению, из-за того, что здесь моно-выход, этого добиться нельзя, но опять же вы можете просто в моно послать на пульт, а с пульта как-то это все уже пультовым ревером немножечко раздвинуть, и получится в целом что-то интересное. Опять же, по настройке, если вам что-то показалось здесь непонятным, и вы приобрели это устройство или каким-то образом его заполучили в свои руки, я уж не знаю, что вы там будете делать. Так вот, есть руководство, оно очень простое, и что самое главное, оно в картинках. Там описана каждая вариация, каждое вращение ручки. Так что, если вы хотите поломать себе голову и добиться своего собственного неповторимого звука, то ищите это руководство, оно гуглится очень легко. Смотрите и возитесь со своим устройством под свой, естественно, голос. Вот. Я напоминаю, друзья, что это был канал «Давай запишем». Здесь мы с вами говорим про аудио. Сегодня мне помогали Андрей и Артем. Напишите в комментариях, кстати, спасибо ребятам за то, что они поучаствовали в сегодняшнем ролике. Поставьте лайк, если видео пришлось по душе, и подписывайтесь на канал. Впереди много нового, интересного из мира про аудио. А я не прощаюсь. Я говорю до свидания. До встречи в следующем ролике. А ты прям до конца не поворачиваешь просто. Ну да, не надо вот, потому что... Ну да, вот так хорошо. Ну вот если вот так Да. Даже Ты я как так будто- это, боковым зрением еле видишь. Ты как будто повелеваешь такой, типа, ну что там, говорить будете, нет? Холопы. Да. Царь у дворца. Звук.